Здравствуйте, друзья! Почему в СССР все пили лимонад из одного стакана и не болели? Почему в СССР все пили квас и газировку из одного стакана и не было никаких болячек? Кто помнит те далекие времена, когда рубль был настоящей валютой и стоил дороже доллара, когда рабочие специальности на предприятиях оплачивались достойно и квартиры не нужно было брать в ипотеку? Именно в СССР человек, окончив вуз или ПТУ, был гарантированно обеспечен работой по специальности и не было никакого повода волноваться о трудоустройстве. Конечно, не было такого разнообразия продуктов, каким избаловано современное общество, но зато все было натуральное. Удивительные были времена. Самым лучшим развлечением для детей был поход на выходные в парк аттракционов, где можно было прокатиться на каруселях или паровозике, а потом попить холодненькой газировки, да еще с сиропом. А для взрослых, конечно, главным объектом вожделения были бочки с пивом или квасом. Самое интересное, что посуда в таких автоматах или у пива на разлив было всего несколько стеклянных, граненых стаканов или вообще одна железная кружка на цепочке, чтобы никто не забрал с собой. Удивительно то, что никакой санитарной обработке данные предметы общественного пользования не подвергались. В лучшем случае на бочке с квасом была мойка для стаканов, где небольшим количеством воды посуда обмывалась изнутри. А снаружи ее даже никто и не думал протирать. И так ведь целый день торговали на улицах и в кафетериях. В то время я был совсем мальчишкой и прекрасно помню, какими были липкими стаканы после газировки с сиропом. Да и руки мы, мальчишки советского времени, мыли только когда приходили домой ночевать. Но никто никогда не боялся заразиться какой-нибудь инфекцией. Может, медицина в СССР была на уровне или люди закаленнее, а скорее все вместе, и не было этой пластиковой ужасной тары, которые теперь засорили всю природу. Возможно, своими современными напастями нам природа пытается отомстить за наше неуважение к ней и потребительское отношение к ресурсам и животному миру. Вроде все стало гораздо практичнее, красивее и разнообразнее в бытовом плане. Появилось огромное количество современных лекарственных препаратов и оборудования, но это не очень помогает в борьбе с новыми и опасными вирусами. В советское время победили огромное количество болезней и начали прививаться от кори, свинки, оспы и других опасных и коварных заболеваний, но ведь от гриппа и сезонных простуд никто не был застрахован. Главное, каждый человек в СССР верил в то, что медицина ему поможет, и врач был настоящим спасителем из самой востребованной и уважаемой профессии в уже несуществующей стране. В современное время медицина – это уже просто бизнес и ничего личного. Медицинские работники в России просто пытаются выжить в реальных условиях капитализма, и чаще всего на клиентов им плевать. Про разгул платной сферы в данной области я вообще молчу. По этой причине получать качественные услуги способны только те люди, которые могут их оплатить. В СССР хорошее и качественное медицинское обслуживание было доступно всем, и никто не думал о том, что в больнице не будет лекарств или бинтов, как сейчас в нынешней России. В советское время в хлебных и продуктовых магазинах все продавцы, да и покупатели брали хлеб и продукты голыми руками, не было полиэтиленовых пакетов и тем более перчаток. Главное, чтобы упавший случайно на пол в магазине батон не был слишком грязный. Я не могу вспомнить, чтобы кто-то из моих знакомых или родных подцепил какую-нибудь заразу после похода в магазин или парикмахерскую. Из всего вышеперечисленного можно сделать один вывод, что в современное время, где все озабочены только собственной наживой, даже в медицинской сфере здоровье и защита населения от разного вида неприятностей и заболеваний – дело рук самих людей. Мы просто стали не нужны государству, и глобальное сокращение и оптимизация больниц и медицинских учебных заведений сделали свое дело. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.